Добрый день, дорогие пекари! Смотрите, какого красавца я сегодня испекла. И смотрите, какая у него корочка. Мне даже жалко ее нажимать, она тончайшая и хрустящая. Ой, какая красота! Невероятная красота. Видите, какая тонкая корочка. Сегодня я решила помочь моим зрителям, которые еще не освоили закваски и которые их побаиваются. И сегодня я испекла хлеб на дрожжах, прессованных дрожжах, на опаре Пулиш, долгого выбраживания, и получила вот такой замечательный результат. Я надеюсь, вам это видео будет полезно, интересно. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Здесь мы занимаемся домашним хлебопечением и разбираем различные вопросы и рецепты. Ставьте лайк. Он этого достоин. Давайте начинать. Сегодня я снова решила порадовать моих подписчиков, поклонников дрожжевой выпечки. И сегодня будем делать дрожжевой хлеб на опаре Пулиш. Дрожжи будем использовать прессованные. Для хлеба будем использовать муку первого сорта пшеничную. В тесто еще добавим ржаную, но если захочется. Это решим позже. Сейчас будем делать опару Пулиш. Для опары нужно очень маленькое количество дрожжей, потому что опара долго выбраживается. Вообще в опаре Пулиш от 0,07% от веса муки дрожжей добавляется до 1%. Разное может быть количество. Я хочу добавить полграмма дрожжей. И смотрите, как это сделать. Берем весы. Точность моих весов 1 грамм. Мне надо полграмма. Я отщипнула кусочек дрожжей от упаковки. Здесь 2 грамма. Дальше этот кусочек мы формуем в какую-нибудь правильную фигуру. Можем сделать кубик. Ну вот, руками, в принципе, удобно делается кубик. Только смотрите, чтобы он был более-менее ровный. А дальше мы уже при помощи ножа делим раз и делим 2. Я вам не гарантирую, конечно, точность, но более-менее на полграмма это будет похоже. Мои весы ничего не показывают, потому что у них деление 1 грамм. Опара Пулиш, для тех, кто не в курсе, это жидкая опара влажностью 100%. Поэтому мы берем воду, 200 граммов, бросаем туда нашу капельку дрожжей и растворяем ее. Таким способом дрожжи разойдутся в тесте лучше всего. А дальше мы берем муку. Поскольку влажность опары 100%, значит 200 граммов муки. Кстати, муку я не просеиваю, у меня есть про это отдельный сюжет, посмотрите. И перемешиваем еще раз. Можем венчиком, можем ложкой, шпателем. Ну, поскольку я уже начала перемешивать этим венчиком, я им же и перемешаю. Замешиваем без комочков. Дальше берем любимый шпатель. Собираем все тесто в единый объем, вернее всю будущую нашу опару. Накрываем крышкой и оставляем бродить при температуре 20-22 градуса в течение 12-16 часов. То есть пройдет ночь и еще немного времени. Утром первым делом смотрим на нашу опару Пулиш. Смотрите, какая она потрясающая. Очень красивая. Класс. И сейчас будем замешивать тесто. Добавляем 150 граммов воды, 50 граммов ржаной муки и 250 граммов пшеничной муки первого сорта. Не забываем про соль, 10 граммов. О том, как соль действует на тесто, у меня есть отдельное видео. Посмотрите обязательно, оставлю ссылку в описании. Ну а дальше начинаем замешивать тесто. Если у вас есть какая-то техника, миксеры, тестомесы, можете смело замешивать в них. Для начинающих пекарей всегда советую замешивать руками, так вы лучше будете чувствовать плотность теста, его текстуру, его влажность. Замешиваем вот таким простейшим способом, пропуская тесто между пальцами. Делаем такой предварительный грубый замес. Сейчас наша задача убедиться, что не осталось сухой муки и комочков. Вынимаю все из миски, видите, сухая мука еще есть, и я промешу тесто на столе. Мне все время говорят, почему тесто не прилипает к рукам у меня. Видите, прекрасно оно у меня к рукам прилипает. Оно перестает прилипать позднее, когда уже замешивается. Чем лучше вы замешиваете, тем менее липкое тесто становится. Вот такого качества первоначального замеса достаточно. Вот даже соль еще не растворилась. Ничего страшного. Сейчас мы устроим паузу, отдых нашему тесту. В нем разовьется клейковина и
раствориться соль, которая еще не разошлась. Отправляем тесто в смазанную маслом миску, накрываем крышкой и оставляем отдохнуть минут на 15-20. После паузы возвращаемся к нашему тесту. Смачиваем руки, чтобы тесто меньше к ним прилипало. Берем его, видите, какое комковатое. Сейчас нужно его хорошенько замесить. Можно замешивать обычным способом растиранием, можно отбиванием. Технику отбивания я показывала, оставлю ссылку в описании. Если вам никак не дается техника отбивания теста, ничего страшного, вы берете тесто и замешиваете обычным, привычным способом, например, растиранием. Здесь, кстати, тоже есть своя техника, как вы видите. Сейчас тесто нужно замесить до гладкости. Когда тесто при замесе стало гладким, можно останавливаться. У меня также есть отдельное видео про стадии замеса. Не обязательно домешивать до глютенового окна. На хлеб обычной текстуры, то есть не с небольшими дырками, с неогромными порами, мы замешиваем до средней степени развития клейковины. И ее мы видим, когда тесто у нас начало такими пленочками собираться, и когда поверхность теста у нас становится гладенькой. Укладываю его в миску, накрываю крышкой. И как вы могли убедиться уже на примере опары, дрожжевое тесто не нужно согревать, оно прекрасно бродит при температуре 20-22 градуса. Его можно оставить при такой температуре. Брожение составит примерно 2-3 часа. За тестом стоит понаблюдать, посмотреть за его подъемом и увеличением. Через полчаса я решила глянуть на состояние теста. Пока еще яркого брожения я не вижу. Мне захотелось сделать ему обминку. Смачиваю стол. Стол мы смачиваем, чтобы тесто не прилипало. Выкладываю тесто. Можно обмять прямо в миске. Можно ему сделать вот такое, например, растягивание. Вот так на себя потянуть, набросить. Потянуть от себя, набросить. И вот так вот в одну сторону и в другую сторону. Такая обминка перераспределяет газ в тесте, тренирует клейковину и улучшает структуру будущего хлеба. Дальше можем округлить, вернуть в миску. Можно сделать еще обминку, если вы хотите. Можно не делать. Можно оставить его бродить дальше. Мне захотелось сделать еще одну обминку, поэтому через полчаса еще раз возвращаюсь к тесту. Видите, пузырики уже появились. Снова смачиваю руки, слегка смачиваю стол. Вытаскиваю тесто на стол. Да, бродит оно уже. Делаем еще одну обминку. Сделаю такое же вытягивание. Потянула хорошенько на себя. Завернула. Потянула от себя, завернула. В сторону. И еще в сторону. И еще раз округлим. Классная. Красиво бродит. Пахнет дрожжами очень заметно. Я просто отвыкла уже от дрожжевого запаха. Оставляю дальше бродить еще как минимум на час, а может быть на 2. У меня сейчас не жарко, плюс 21, поэтому стоит за состоянием теста понаблюдать. Через 2,5 часа от начала брожения посмотрела я на тесто и решила его формовать, потому что вот я вижу прям под кожицей у него много пузырей, оно заметно увеличилось. Как вы видите, после обминок у меня тесто не совсем ровное, поэтому я сначала сделаю предформовку, а потом уже формовку. Подсыпаем немного муки на стол. Красиво тесто бродит. Все оно рыхлое. Смотрите, как играет. Делаем округление, предформовку. Предформовка нужна для того, чтобы, во-первых, придать тесту равномерность, подготовить его к формовке и как бы его немного упорядочить. Такой ровный шарик превратить. Тесто предформованное. Смотрите, какое оно играет прямо. Накрываем его мисочкой и оставляем на 10-15 минут. После отлежки можно приступать к формовке. Тем, кто недавно на моем канале, либо впервые сюда зашел, объясняю, зачем мы делаем отлежку заготовки. Когда мы делаем какие-то манипуляции с тестом, клейковина теста тренируется, напрягается, и тесто собирается вот в такой шарик, который вы видели до этого. Сейчас тесто полежало, клейковина расслабилась, и это позволит нам его легче сформовать. Переворачиваем тесто, чуть-чуть муки на поверхность. То есть мы его в расслабленном состоянии лучше сформуем, лучше растянем. Выпустили немного крупные пузыри, убрали и начинаем формовать. Вот здесь большие пузыри. Начинаем формовать любым способом, который вам нравится. Я сделаю продолговатую формовку в виде пеленания. Подробно эту технику формовки я показывала. Посмотрите в соответствующем видео. Такой
Очень пышный получается хлеб. Залепляем шов, берем корзину и укладываем тесто швом вверх. Дальше нужно накрыть чем-нибудь от заветривания и оставить на подъем окончательный. Он называется расстойка. Тесто должно увеличиться в 1,5-2 раза. По времени это примерно минут 40. Через 45 минут расстойки вот так выглядит заготовка. Она увеличилась и в длину, и в высоту. И я уже хочу ее печь. Духовку я разогрела на 250 градусов. Печь буду под колпаком. Чуть позже покажу, что это такое. Выкладываю заготовку на бумагу. С бумагой легче высаживать на выпечку. Всегда можно поправить. Делаем надрез. Оп. Готовим место для горячей посуды. Гусятница у меня разогревалась вместе с духовкой. Она горячая. Отправляем хлеб. Видите, за бумагу можно поправить. Накрываем основной частью гусятницы плотно. И отправляю в духовку на 15 минут. Затем снимаю крышку вот эту. Через 15 минут, как и положено, снимаем колпак. Ого, какой пузан. Отправляю его допекаться. Температуру понижаю до 210. Допекаю примерно 20 минут. Так, ну что, пора вытаскивать хлеб из духовки. Смотрим, что же у меня получилось. Вот такой шикарный хлеб. Всегда вот такая формовка дает нам высокий, очень красивый хлеб. Смотрите, какой классный и шикарный. У него огромное раскрытие. Сейчас его нужно переложить на решетку. И разрезать его можно будет уже после полного остывания. Ну что, хлеб у меня остыл. Смотрите, корочка тонкая, классная, хрустит. Давайте разрезать. Хлеб чуть-чуть еще теплый. Так, давайте смотреть. Ну, смотрите, красивый, ароматный. Да, теплый еще немного внутри. Если вы посчитаете этот хлеб порядка 60, по-моему, 7, может быть, 68% влажности, то есть у него не будет крупнопористый мякиш, вот такой красивый, структурный, видно, как он формовался, видно, как он подходил, у корочки покрупнее пузыри, в центре чуть плотнее, но мне нравится. Настоящий классный домашний хлеб, сделанный на паре пулиш. Рекомендую вам попробовать этот рецепт. Если вы еще не знакомы с заквасками, начинайте с этого рецепта. Пеките пока на дрожжах. И я надеюсь, что потом вы когда-нибудь все-таки сделаете закваску, испечете заквасочный хлеб и сравните тот и другой и по вкусу, и по качеству. Ну и, конечно, по технологии. И подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне в Телеграм, будем с вами общаться, обмениваться фотографиями. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.